Привет всем, меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индию». Как видите, я все-таки пересилила свой страх, ну точнее смущение, и теперь я бегаю на стадионе. Почему я смущалась, напоминаю, потому что здесь в Индии на стадионе бегают только одни мужчины. Ну, потом я решила для себя, что это не тот случай, когда нужно стесняться. Да, друзья, такой чудесный стадион находится посреди леса, птички поют, природа. Ну, просто грех не воспользоваться такой вот возможностью. И сюда я пришла к школе не просто так, а принесла Артуру завтрак. Да, я по-прежнему ношу в перерыв ему завтрак. Потом 2,5 часа я его жду, но не просто жду, а посвящаю это время себе, своему здоровью. Сейчас бег, потом зарядка, потом медитация, ну и потом какие-то дела. Вот, например, съемка видео или подготовка видео. Дел, в принципе, хватает. А Артур уже практически не капризничает, он уже понял, как себя нужно правильно вести, так, чтобы не получать наказание. И стал до того ответственным. Представляете, сейчас прозвонил звонок, я подхожу к классу, мол, Артур, выходи уже, давай завтракать. Смотрю, а он сидит, пишет. И другие дети тоже не дописали, решили перерыв, значит, нужно отдыхать. А Артур нет, он говорит: мам, подожди 5 минут, я допишу и потом выйду. Так, ребята, принесла я Артуру завтрак, он уже поел, яйца вареные с бутербродом, сыром, и сейчас ест морковку. Я очень-очень стараюсь, чтобы Артур как можно больше ел овощей. Вот приготовленные типа сабджи, как здесь готовят, он не ест вообще, ему не нравится, поэтому мы налегаем на сырые овощи. Ну, помидоры. Огурцы, да? И бутерброды с сосиской. Но, Артур, бутерброды с сосиской, к сожалению, мы сейчас не едим. Так что не ври. Зеленый горох, помидоры, огурцы, морковку. Вот это вот все мы стараемся есть в больших количествах. Ну, я, кстати, тоже поела с утра яйца и овощи. Стараюсь не наедаться сильно. Мой принцип такой: есть разнообразную пищу и маленькими порциями. То есть такими порциями, чтобы потом не хотелось лечь спать, чтобы жирочек завязался, а хотелось куда-то вперед, наоборот, энергия била ключом. Я думаю, что у каждого, да, практически есть в семье какой-то человек-мотиватор. Я хочу быть для Артура мотиватором, а для меня всегда в детстве была моя бабушка, которая умерла 20 лет назад в возрасте 78 лет. И, скажем так, до 76 лет она была очень-очень бодрая, и все свободное время она уделяла своему здоровью. Что тогда, в 20 лет назад, что было популярным? Бег. Каждое утро она бегала в парке Шевченко, обливалась холодной водой, плавала много, ну, в принципе, много-много движения, позитива. И еще вот в то время было, ну, я бы так сказала, модным. Модным было очищение организма с помощью голодания. Мне кажется, что сейчас уже такого нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, в общем, она до того голодала, что могла не есть максимум, по-моему, 2 недели. Там особый способ, то есть там надо заходить постепенно, выходить постепенно. Ну, вот мне кажется, что вот как раз вот эти вот голодания и повлияли на то, что она ушла из жизни в 78 лет. А так бы, наверное, бы еще до сих пор бы жила, потому что, ну, умерла она именно, вот у нее проблемы были с кишечником. Скорее всего, вот эти вот голодания и очищение организма разными способами. Что? Куда, Вер? Куда-то зовут Артура. For what? Я думаю, что нет какого-то универсального способа, как себя правильно поддерживать в отличной форме. Нет универсальной диеты, которая бы подошла абсолютно всем. Но есть особенности, есть интересные особенности, связанные с местностью, со страной. Вот сейчас давайте спросим Парама,
как он считает, что ему полезно для его здоровья. Мы недавно были на вылазке, устроили небольшой пикник вместе с Парамом и Артуром. И вот посмотрите, пожалуйста, этот сюжет. This is pomfret fish, very tasty. Even if you eat this fish, skin very really clear, really. You must, 1 week you eat and check your face. Before 1 week you make photo, then after it you make one photo, really. You understand this? Парам утверждает, что вот эта вот рыба, помплейт называется, очень полезная. Она, кстати, очень дорого стоит. Парам, how much? 1000 rupees kilo. 1000 рупий стоит килограмм этой рыбы. Ну и кроме того, что она вкусная, ну мне, честно говоря, она не так уж прям сильно нравится на вкус, но вот полезная. Говорит, что если будешь есть всю неделю эту рыбу каждый день, то кожа будет просто сиять, очистится от всех прыщей и всего остального, и будете сиять изнутри. У нас сегодня такой скромный пикник, ну как скромный, если учитывать, что эта рыба такая дорогая, то, в общем-то, и не скромный. И Парам считает, что не просто пикник, а еще и оздоровительный. Сейчас вот видите, у нас уже там подходит лучок, картошечка печеная и рыбка. И еще чуть не забыла, вот пиво тоже, кстати, пиво пьет Парам не ради того, чтобы там как-то изменилось его сознание, а тоже для того, чтобы его кожа сверкала. В общем, Парам действительно, вот каждый раз, когда мы ездили к его родственникам в деревню, перед этой поездкой он каждый день пил пиво в лечебных целях, как лекарство. То есть он считает, что пиво тоже хорошо влияет на его внешний вид. Beer, after beer, very good for health. I drink weekly 1 time for beer only. Помню, мальчик, я босой. В лодке колыхался над волнами, и губы трогала губами. Мой сын. Полимай. Колыхался над волнами, шинай косой, мои губы трогала губами. 1, 2, 3, start. Jana Gana Mana Adinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidata Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravida Uchala Vanga. Hello Bharat Mata ki Jai. Знаю, счастье нас с тобою ждет. Ночь пройдет пора, ненастное солнце взойдет. Вы видите, какой у меня муж. Для него настолько важно, чтобы его лицо, чтобы его кожа сияла и излучала здоровье. Но, в принципе, он прав. Наша кожа отражает состояние нашего внутреннего организма, ну и психологическое состояние. Поэтому все какие-то проблемы, прыщички, тусклая кожа, все это нужно решать изнутри. Но, конечно же, иногда и лоск на лице тоже нужно наводить. Вот посмотрите, пожалуйста, сюжет, насколько тщательно мой Парам заботится о своей коже. Смотрите, мои дорогие зрители, мы пришли всей семьей в салон. Я специально вам показала издалека, чтобы вы поняли, где находится этот салон. Можно сказать, посреди улицы. Вот видите, без дверей, вот так вот открыто. Для того, чтобы навести красоту. Парама уже побрили, и сейчас ему делают массаж лица. Я чего вообще решила вам поснимать, потому что я сейчас тоже себе делаю массаж лица. Вот я сейчас уточнила, говорит, примерно в день человек 5 мужчин, это ж мужской салон, приходит к нему на массаж лица. Причем это обычные мужчины, не какие-то публичные люди, совершенно обычных профессий. Я думаю, что в наших странах это не настолько распространено. В общем, друзья, чтобы вы понимали, сначала ему лицо очищали, то есть это не просто массаж, а у него глубокая чистка. И сейчас у нас этап скрабирования.
Мне еще очень интересно смотреть это все, потому что я сама сейчас делаю себе массаж. Я вообще заканчивала курсы много лет назад, лет 10 назад, классический массаж и целлюлит. А лицо я сейчас нахожу в интернете, очень много разных и семинаров, в общем, это не проблема найти, тем более, что у меня уже есть какие-то знания, поэтому я более или менее все понимаю. И делая себе массаж, я заметила, что действительно он очень хорошо работает. То есть не нужно никаких ботоксов, девочки. Ну, я только начала, но уже вот мне лично видно результат. Мне бы очень хотелось тоже, чтобы сделали мне массаж лица профессионально. Очень хотелось бы, но я говорю, что вот как-то я не очень доверяю, потому что он руки особо не помыл. Ну и какими он пользуется кремами, это все тоже, мне кажется, не очень все чистое. А у меня кожа склонна к высыпанию, поэтому вот я не буду, наверное, рисковать. Вот, все хорошо, все отлично, но вот меня смущает, ну, вот это полотенце, допустим, да, я уверена, что он им вытирал уже не один десяток лиц. Вот, руки тоже я не видела, чтобы он помыл перед этим. Вот эти вот моменты меня смущают, а так все было очень профессионально сделано. И посмотрите на моего мужа, посмотрите, это ж просто как огурчик. Oh, Param, now you look so handsome. Very nice. Как Парам похорошел. Смотрите, какие у него продукты. Девочки, кто из вас этим занимается, может быть, вам интересно будет посмотреть. Я говорю, это последний. Он говорит, нет, говорит, еще 2 more steps. Еще 2 будет. 2 этапа. Представляете, то есть это 3-е. Нанесение 3-го продукта на кожу. Но я себе, друзья, просто делаю массаж. То есть у меня цель не напитать кожу, потому что я считаю, что самое главное именно массаж мышц, снять напряжение или наоборот. В общем, у меня такая цель. А так вот я используюсь только маслом, или на сухую делаю, или использую масло оливковое. Оливковое очень хорошее масло, но мне подошло. В всяком случае, не вызывает никакого раздражения, покраснения и появления высыпаний новых. Парам реально обалдеет, я вижу, что ему очень нравится. Вот надо еще сзади массажировать, вот вы видите, вот это вот, сейчас я покажу место, вот здесь. Вот здесь начинается мышца, которая влияет на морщины наши на лбу, так скажем. То есть, чтобы избавиться от них, нужно начинать оттуда. Но вот у меня и у Парама это самая большая проблема. Вот мы постоянно морщим лоб, межбровка у нас, на лбу морщины. Ну, это как-то вообще так выглядит совсем не... Ой, какую мордочку он сделал, боже мой. Сейчас мы узнаем, сколько это стоит, сколько он с нас возьмет, и, возможно, будет теперь постоянным клиентом. Это говорит гель. Вот видите, тут подписано вот даже вот 4-е, то есть уже не ошибешься. Гель уже. Лимфодренаж, я так понимаю, но как-то... Это ж я уже насмотрелась, уже в курсе. Ну, не совсем так, как он надо, он делает. Я, наверное, буду сама Параму делать массаж. Салфетка, видите, намочил лицо, теперь салфеткой вытирает. Он уже мужчина сидит, ждет. И вон еще, смотрите, клиенты. Постоянно, целый день. Мы к нему уже, кстати, сегодня несколько раз мимо проходили. Была тут вообще нереальная очередь. Так, и вот, смотрите, последний этап. Какой-то крем. Но вот мне интересно, почему он перед нанесением всегда увлажняет лицо с помощью спрея. О, видите, заметил, что у Парама еще в ушах и на ушах волосы растут. Уже все уже довести до идеала надо. А я ему еще брови выщипаю.
И будет вообще красавец. Можно будет на подиум. У индийцев у многих волосы растут в ушах и на ушах. Я такие видела, господи, это вообще просто вот были такие уши, я видела, я даже как-то попыталась фотографировать, но втихаря, ну, как бы не очень получилось. Просто вот прикрывала полностью ушную раковину. Вот здесь вот сверху они росли, и, ну, как, наверное, как у котов. Слушайте, вошел в азарт наш парикмахер. Смотрите, сейчас будет с бровями ему чудить. Вот это да. Но это и я могу сделать. Я думала, он будет ниткой ему удалять лишние волоски, ну, корректировать форму бровей. А он нет. То есть это какой-то тоже, смотрите, прием. Я такой первый раз вижу. Смотрите, как интересно. Что он уже решил все свои приемы показать, наверное. Может, он не всем так делает. Боже мой, просто как младенец, like Артур скин, как у Артура кожа. Мне так нравится вообще, действительно, у детей такая кожа, у Артура мягенькая. Как хочется, чтобы у меня такая была. Еще и, смотрите, еще и в носу, боже мой. Ребята, сегодня такое эксклюзивное видео. Ну где вы такое еще увидите? Я от вас ничего не скрываю. How much? 300. This is 250. Да, в общем, ребята, Парам раскошелился на 300 рупий. Но это получается, что ему сначала, я просто не показывала на видео, его сначала побрили, и потом вот это вот все, что вы видели, чистка лица. Видите, жена еще никогда себе не делала такие процедуры. А для мужа мне ничего не жалко. Very nice. Поцелуй папу. Ну, как вам такая чистка, такой массаж? Как я себе делаю самомассаж? Если хотите, напишите в комментариях, я расскажу в одном из своих следующих видео. А сейчас, друзья, давайте спросим и посмотрим, как другие индийцы заботятся о себе, что они делают, чтобы быть здоровыми, энергичными и, в общем, быть в строю. Друзья, доброе утро. Я уже вам говорила, что я, в принципе, с уважением отношусь к религии своего мужа, но вот это вот я терпеть не могу. Посмотрите, каждое утро он рвет цветы. Я даже не могу насладиться красотой. Он говорит, очень много, говорит, что я типа не все, а иногда он и все срывает. А ну, покажи мне. Посмотрите, сколько цветов он сейчас положит в этот алтарь. Я сюда прихожу уже днем. И здесь вообще нет цветов. Это он сегодня оставил из-за вас. А так он все обрывает до единого. Это так обидно, что даже пчелки не могут посидеть на этих цветочках. Все обрывает. Артур их ни разу не видел. Вот, видите, вот в качестве подношения Парам. Надо что-то мне с собой делать, потому что Парам не изменится. Мне только нужно постараться поменять отношение к этому. Иначе я, говорю, каждое утро вот у меня просыпаюсь в отличном настроении, а потом Парам мне его портит. Парам говорит, Парам просыпается в 5 часов утра, а Насим в 9 часов. Видите, проснулся, заправляет постель. И сейчас мы узнаем у Насима, что он делает для того, чтобы себя чувствовать бодрым и здоровым. Good morning, good morning. Видите, надо хорошо высыпаться. Это тоже один из способов. Ну Насим на самом деле поздно засыпает. Так вот, друзья, каждое утро, проснувшись после того, как умоется, Насим подходит вот сюда, к вот этому нашему фильтру и набирает, смотрите, сколько много воды в баклажку. Для чего? Это мне Парам рассказал, я, кстати, об этом не знала. Парам раньше меня просыпается, он всегда, ну, Насим, куда ты убежал? Неужели он все это выпьет? То есть, смотрите, каждое утро он начинает с питья воды, чистой воды. А потом уже будет завтракать, наверное, через час или через 2.
Да, и в парикмахерскую, точнее в салон красоты. Насим тоже регулярно ходит. Сам он никогда себе бороду не сбривает. Вот видите, он как раз сейчас зарос. Он примерно раз в неделю ходит, сбривает себе щетину и делает массаж. У меня об этом есть видео старое. Я очень рекомендую вам посмотреть. Наверное, года 3 назад. Ну, очень интересное видео. Я говорю: Насим, а ты делаешь какую-то зарядку по утрам? Он говорит: нет, не делаю. Никакой зарядки он не делает. Да, и, кстати, по поводу кулинарных рецептов, многие мне написали под видео, где я показывала рецепт фиш-карри. Так вот, у меня есть целый плейлист, и там очень много рецептов, мои старые видео. Обязательно заходите, смотрите, получите огромное удовольствие. Увидите нас 2-3 года назад, какой Артур был маленький. То есть не только рецепты, но и насладитесь самими этими интересными видео, как я раньше снимала. В общем, я иногда сама пересматриваю, чтобы вы понимали. What's your plan now? What you will do? No. Ну что ж, у Насима очень хорошая, здоровая привычка. Действительно, это очень полезно пить воду по утрам натощак. Причем это проверено. Это запускает работу нашего желудочно-кишечного тракта, помогает обменным процессам. Ну, ладно, давайте спросим у нашего другого работника, у Хусена, что он делает для того, чтобы быть красивым и здоровым. Хусейн, оказывается, не делает ничего для своего здоровья, но вот недавно он мне рассказал интересную историю, говорит, что в его деревне проживает женщина, у которой 18 детей, представьте себе, 17 мальчиков, 1 девочка, и самое главное, что эта женщина, как сказал Хусейн, выглядит как я. То есть столько детей родила, и, как я так понимаю, что возраст у нее не юный, но на вид она похожа на меня, то есть такого же телосложения. Так что, скорее всего, вот это вот рецепт здоровья от Хусейна. У него уже 2 детей, и он, я так думаю, на этом тоже не остановится. В последнее время я серьезно задумалась о своей внешности, не просто так. Просто Парам говорит, что после 40 лет женщина перестает быть привлекательной, интересной для мужчин в этом плане. То есть он, можно сказать, мне дал такой вот срок годности. И осталось совсем немного времени. Но я хочу, чтобы его мнение в итоге поменялось. Поэтому я так усиленно слежу за собой. Так, вот еще один подошел мужчина. Парам говорит, что он что-то интересное хочет рассказать. Это наш местный. Санги Дисога. Этот вот мужчина очень интересный. С одной стороны, он очень следит за своим здоровьем. Он образованный, интеллигентный, разговаривает на английском языке. Но в то же время он любитель костра и песни. То есть он иногда может выпивать в компании, ну так, знаете, выпивать не просто выпивать, а даже напиваться. I like swimming. Every day. Every day. Short time. Сегодня меня муж, ну и, конечно же, наш повар Насим порадовал здоровым, вкусным обедом. Прежде чем приступить к трапезе, но, если честно, я уже приступила, а потом вспомнила, что нужно ж вам показать. Значит, рассказываю. Вот это вот палак-панир. Зелень, это вообще очень полезно, особенно для нас, для девушек, для женщин. Это просто залог красоты и здоровья. Потом пророщенные бобовые. Nuts. Нац. Ну, это вообще не нац. Нац это орехи, а бобовые это другое. Потом вот это вот у нас чечевичная похлебка. И вот еще немножечко здесь тушеные овощи. Это у нас lady finger. И вот вместо хлеба, смотрите, я ем чапати, сделанная из зерна крупного помола. То есть все полезно и вкусно. And I specially make for you without oil. Ой, слушайте, пора Oil. мне подсказывать. Я You же don't говорю, want to все use это приготовлено oil. без масла. Ну, без Да. масла это еще более полезно. Все, пошла я кушать. Ну что, мои дорогие зрители, я думаю, что эту тему мы будем еще продолжать и продолжать. Но сегодня мы общались с самыми обычными людьми. Я вам обещаю, что вскоре мы получим полезные советы от индийских специалистов в сфере здоровья. Ну а на сегодня все. Всех люблю, целую. До новых скорых встреч. Здоровья вам. Пока-пока.
Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.